Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео я расскажу о том, сколько же почек нужно оставить на винограде для плодоношения. В принципе, в прошлом году я обрезал, как обычно, оставлял 3 почки и ни о чем не думал. Но один мой подписчик, большое ему спасибо, посоветовал такой совет, что для того, чтобы определиться с количеством почек, необходимо пользоваться штангенциркулем. Это очень хороший инструмент, который пригождается не только в слесарных делах, но и в виноградарстве. Попробуем разобраться, как же это делается. Для того, чтобы определиться с количеством почек на лозе, необходимо взять штангенциркуль и просто-напросто померить его диаметр. И каждый миллиметр диаметра лозы равняется одной оставляемой почке. Попробуем разобраться, как же это получится, возможно это сделать или нет. Берем штангенциркуль. Вот у меня еще не обрезанный виноград. И попробуем пообрезать его слегка. На примере этой лозы, вот она, видно, что здесь ее диаметр равняется 4 миллиметра. Значит, необходимо обрезать, оставить 4 почки. Раз, два, три, 4. И на сантиметр выше обрезаем. Вот рядышком находится лоза. Мы не знаем, сколько же оставить. Берем прибор и замеряем. Показывает 7 миллиметров. Значит, на этой лозе оставим 7 почек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Все тонкие, больные, поломанные обрезаем. Одна лоза, замеряем диаметр, он равняется 5 миллиметров. Следовательно, оставляем 5 почек. Раз, два, три, 4, 5. Этот виноград у меня на арке, поэтому нет риска того, что я много срежу. В принципе, чем больше я оставлю лоз, тем больше будет урожай. Потому что лозы прошлого года дают примерно по одной гроне на каждую почку. Поэтому попробуем сделать так. В этом году это экспериментально будет. А осенью или во время урожая в августе я расскажу, какие же будут результаты получились из этого дела. Вот так просто определяется количество глазков на лозе, которую мы обрезаем винограда. Это научный метод, поэтому попробуем его воплотить в жизнь и в этом году проверить, какой же будет урожай. Подписывайтесь на наш канал Дело мастера боится. Ставьте лайки, пишите свои замечания и комментарии. Будьте с нами. Всем пока.